Привет! Меня зовут Сергей. И сейчас на столе у меня стоит лев из киндер-сюрприза. И стоит он здесь не зря, а по двум причинам. Первая причина. Возможно, некоторые из вас знают, что у меня есть еще второй канал, который посвящен распаковке киндер-сюрпризов. Поэтому, если эта тема вам интересна, то прошу, подписывайтесь. Ссылку на канал я размещу в описании к этому видео. Но вторая причина больше связана именно с плетением из резинок. И я думаю, вы уже догадались, что сегодня мы будем плести льва. Вот такой шикарный лев у нас получится, с пышной гривой. Лев может прекрасно сидеть, даже, наверное, стоять, если мы лапы ему так, как нужно, поставим. И такого льва мы сегодня и сделаем. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немного выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть вправо и немного на вас. Плетение льва мы начнем с создания его передних лап, и для этого нам понадобятся резинки оранжевого цвета. И для всего тела льва мы будем использовать именно оранжевый цвет. Берем две резиночки и накидываем с первого на второй столбик по любому ряду. Берем еще две резинки, накидываем немножко дальше, то есть на следующую пару столбиков. Следующие две резинки накидываем дальше и еще две накидываем еще дальше. Вот так. У нас получилось 4 пары резинок, накинуты последовательно. И теперь одну резинку возьмем и на последний столбик накинем ее 4 оборота. Один оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый. Это у нас получится одна лапа. И сейчас нам нужно сделать еще одну точно такую же. Я отступлю один столбик и накидываем точно так же 4 пары. Одна пара, далее вторая пара. Далее третья пара и четвертая пара. 4 пары. На последний столбик накидываем одну резинку и закручиваем всего, чтобы получилось 4 оборота. Это один, далее второй, третий и четвертый оборот. Теперь эти лапы нам нужно сплести. Плетется очень просто здесь все. Заводим крючок в последний столбик, отодвигаем резинку, которая закручена 4 оборота. Изнутри захватываем пару, снимаем с этого столбика, накидываем вперед. Следующую пару изнутри захватываем, снимаем, накидываем вперед. Следующую точно так же. И последнюю. Это одна лапа. И давайте вторую сразу же сплетем. Тоже отодвигаем 4 оборота. Изнутри захватываем пару. Накидываем вперед. Здесь изнутри вперед. Далее изнутри вперед. И последний раз изнутри накидываем вперед. Теперь воспользуемся каким-нибудь вспомогательным крючком. Я возьму вот такой маленький. Накину его на последний столбик и, придерживая пальцем резинки на этом крючке, я их сниму со станка. Вот у меня заготовка для одной лапы. И со второй лапой поступим точно так же. Изнутри захватываю все резинки, придерживаю пальцем и снимаю. Откладываем этот вспомогательный крючок с лапами в сторону. И теперь нам понадобятся вновь оранжевые резинки, а также резинки какого-нибудь другого цвета. Или коричневого, или золотого, или темного, чтобы нам сделать гриву. Я буду использовать вот такие золотые резинки. Итак, накидываем 2 резинки оранжевых с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Теперь берем крючок и на него накидываем 5 резиночек другого цвета. Я использую золотой. 1, 2, 3, 4 и 5-я резинка. Далее захватываем кончиком крючка пару, которую мы только что накинули, и скидываем на нее 5 золотых резинок. Возвращаем оранжевые обратно. Это у нас с вами будет грива. Но грива, она пойдет вокруг всей головы, и поэтому нам еще раз нужно повторить эту операцию. Берем 2 оранжевых резинки, накидываем точно так же с левой стороны. Вновь берем 5, 1, 2, 3, 4, 5 золотых или коричневых резинок. Накидываем уже вот на эту резиночку, придерживаем пальцем, чтобы она не соскочила с другого столбика. И все 5 резиночек сюда скидываем. Возвращаем оранжевые обратно на станок.
Далее вновь берем 2 оранжевых и накидываем по правому ряду вниз, с первого на второй столбик. Опять надеваем на крючок 5 золотых, 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем вот эту резинку, пару, и скидываем сюда 5 золотых резинок. Возвращаем обратно. Вновь берем 2, накидываем по правому же ряду чуть ниже, со второго на третий столбик. Опять накидываем 1, 2, 3, 4, 5 резинок, захватываем, скидываем их, возвращаем оранжевые обратно. И вот здесь мы сделали 2 пары, с левой стороны точно так же нам нужно сделать 2 пары оранжевых, каждый раз накидывая золотые для формирования гривы. 2, 1, 2, 3, 4, 5, захватываем, скидываем 5 резиночек и возвращаем обратно. Дальше вновь берем пару. Раз. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь голову закругляем к центру, накидывая по 2 резинки оранжевого цвета с левой стороны к центру и с правой стороны к центру. И тоже здесь мы с вами будем делать гриву. Я с левой стороны накидываю пару, беру 5 резинок золотых, 1, 2, 3, 4, 5, захватываем, скидываем и возвращаем обратно. Еще одна пара. С правой стороны накидываем. 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем. И возвращаем. Голова у нас практически готова. Единственное, что нам еще нужно сделать, это по центру накинуть тоже пары резинок и тоже накидывать резинки для гривы по 5 штучек. Вновь берем 2, накидываем с первого столбика на второй по центральному ряду. 1, 2 золотых накидываем 5 штук, 3, 4, 5. Захватываем, скидываем сюда золотистые и возвращаем пару оранжевых обратно. Далее берем еще 2, накидываем со второго на третий столбик центрального ряда. Дальше вновь идут у нас золотые, 3, 4, 5. Захватываем, скидываем, возвращаем. И последние 2 резиночки оранжевого цвета. Накидываем их. 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем и скидываем. Замечательно. Голова у нас практически готова. И шикарная грива у нашего льва будет. Глаза и нос мы с вами сделаем немножко позже, но сейчас перейдем к плетению или к накидыванию даже сначала резинок для тела. По 2 резинки оранжевого цвета накидываем. Переходим к плечам, то есть накидываем по диагонали с 4 столбика центрального ряда на 4 столбик правого ряда. И с левой стороны накидываем точно так же. Далее по левому и правому ряду мы с вами накидываем по 3 пары резинок. Начинаю с правого ряда. 1 пара, 2 пара и 3 пара. С левой стороны тоже 3 пары. 1 пара, 2 и 3. Теперь тело закругляем к центру, как и с головой поступали. С левой стороны накидываем пару к центру. И с правой стороны накидываем тоже пару к центру. Дальше, чтобы у нас тело не было пустым, мы и по центральному ряду должны накинуть пары резинок. Начинаем вот отсюда, то есть там, где у нас шея у этого льва. Накидываем так. Далее 2 резинки чуть ниже. По центральному ряду еще 2 резинки чуть ниже. И еще 2 резинки до конца тела мы дошли. Чтобы тело было более плотным, нам нужно накинуть резинки не только вдоль, что мы уже сделали, но и поперек. Поперек будем накидывать по 1 резиночке. Берем 1 и накидываем вот на эту тройку столбиков.
треугольничком накинули. Берем еще одну резинку оранжевого цвета и на следующую тройку столбиков накидываем тоже треугольником. Далее, вот с этих столбиков у нас должны начаться ноги. И ноги мы с вами будем накидывать вниз. Чуть раньше мы делали передние ноги, а сейчас делаем точно так же задние. Берем две резинки и накидываем, где мы остановились, вниз 4 пары. Одна пара, вторая, третья и четвертая. Это одна задняя нога. Здесь накинем одну резинку и закрутим ее 4 оборота. 1, 2, 3, 4. С левой стороны тоже сделаем ногу заднюю, лапу. Одна пара, вторая, третья и четвертая. На последний столбик тоже накидываем резинку 4 оборота. Это один раз, второй раз, третий и четвертый раз. Дальше. Отсюда у нас пойдет хвост. Для хвоста мы должны накидывать резинки по одной штучке. Накидываем вот здесь, где мы остановились, на центральном ряду, чуть ниже одну. Далее за ней одну, еще одну и еще одну оранжевую резинку. Кончик льва, кончик хвоста у льва у нас обычно какого-то темного цвета. Я воспользуюсь вот таким цветом, тот же, из которого мы и гриву делали. Вы можете или черный, или коричневый, например, использовать. И накидываем на последнюю пару столбиков. На последний столбик центрального ряда накидываем одну резиночку, тоже темного цвета, и накручиваем ее здесь 4 оборота. Второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Отлично. Прежде чем мы все это будем плести, сначала нам нужно разместить передние лапы. Вот здесь у нас плечи. Это получается первый, второй, третий, четвертый столбик. На четвертый столбик левого ряда накидываем одну лапу, а на четвертый столбик правого ряда накидываем вторую лапу. С телом более-менее разобрались, и сейчас будем разбираться с головой. Нам нужно сейчас сделать уши для нашего льва. Уши мы будем делать из резинок оранжевого цвета. Берем одну штучку и накручиваем на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Далее берем тоже одну резинку, скручиваем ее на пальцах в 2 оборота, накидываем на кончик крючка и вот эти 4 оборотика натягиваем и скидываем на скрученную вдвое резинку. Вторую ее часть возвращаем обратно на крючок. Вот такая заготовка для уха получилась. И эту заготовку нам нужно накинуть на первый столбик левого ряда. Натягиваем все петельки и накидываем вот на этот столбик. Вот такое ушко у нас здесь есть. И еще одно точно такое же сейчас сделаем. Накидываем на крючок 1, 2, 3, 4 оборота. Дальше оранжевую берем, скручиваем на пальцах в 2 оборота, накидываем на кончик крючка, захватываем 4 оборота оранжевый и возвращаем 2 оборота вот этой резиночки обратно на крючок. Это заготовка для второго уха. Ее нам нужно разместить на первый столбик правого ряда. Замечательно. Теперь сделаем нос. Для носа нам понадобится резинка черного цвета. Накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Дальше. Берем 3 резинки оранжевого цвета, накидываем их на кончик крючка и скидываем на эти 3 резиночки 4 оборота черной. Примерно на центр размещаем. Вторую часть тройки возвращаем обратно на крючок. Нос немножко поправляем, чтобы он по центру был. Далее берем одну оранжевую резинку, накидываем на кончик крючка и на нее скидываем заготовку для носа. Вот она. Размещаем эту заготовку на третьи столбики левого и на третий столбик правого ряда. Далее займемся созданием глаз. И глаза тоже будут из резинок черного цвета. Берем одну резиночку и накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Дальше берем белую
И накручиваем 2 оборота правее от черной и 2 оборота левее. Один оборот правее, второй оборот правее и слева тоже 1 и 2 оборота. Вот такой один глаз у нас получился. И второй глаз нам точно так же нужно сделать. Накидываем 1, 2, 3, 4 оборота черной резинки. Берем белую, накручиваем 2 оборота с правой стороны от этой черной. Один оборот, второй оборот. И с левой стороны тоже от черной 1 и второй оборот. Дальше возьмем одну резинку оранжевого цвета, накинем на кончик крючка, и эти глаза мы с вами должны подушечками пальцев захватить и скинуть на оранжевую резинку. Один глаз и второй глаз. Натягиваем все резинки и вот сюда скидываем. 2 глаза есть. Размещаем их на вторые столбики левого и на второй столбик правого ряда. Глаза раскидываем по сторонам, чтобы они в центре слишком уж не находились. Дальше. Разделим резинку глазную, вот эту оранжевую. Она у нас двойная, и нам нужно захватить одну ее часть. Разделить крючком. Так. У меня резинки плотно друг к другу подходят, и поэтому возникла сложность с разделением на части этой резинки. И накидываем на второй столбик одну часть, на второй столбик центрального ряда. Дальше опускаем резинки все вниз. И сейчас на морде льва нам нужно накинуть, сделать еще чуть-чуть гриву и накинуть треугольниками резинки оранжевого цвета. Посмотрите, что я делаю. Беру 4 резинки золотого цвета, тот цвет, который мы для гривы используем, и накидываю на второй столбик левого ряда. Просто сверху на столбик накинул. Беру еще 4 золотых и накидываю на второй столбик правого ряда. Аккуратненько, чтобы они не слетели. Дальше берем оранжевую резинку и накидываем ее на вторые столбики каждого ряда, чтобы получился треугольник. Итак, накинули вот таким образом треугольником оранжевую резинку. И чуть ниже нам тоже нужно накинуть треугольником оранжевую резинку, но и в этот раз накинуть по 4 резинки для гривы. На третий столбик правого ряда накидываем 4 золотых резинки. И на третий столбик левого ряда накидываем 4 золотых резинки. Дальше берем одну оранжевую и на третьи столбики каждого ряда накидываем эту оранжевую резинку. И у нас она получается треугольничком накинута. Нос у нас смотрит вперед. Так, все у нас готово для того, чтобы перейти к процессу плетения. Процесс плетения начинаем с хвоста. Давайте заведем крючок в последний столбик центрального ряда. Тыльной стороной крючка отводим резинку, которая закручена 4 оборота. Изнутри захватываем одну вот эту золотистую или коричневую, возможно, в вашем случае, и накидываем на впереди идущий столбик. Дальше здесь изнутри захватываем оранжевую, накидываем вперед. Здесь захватываем оранжевую, одну вперед. Здесь вперед. И последняя оранжевая у нас накидывается вот сюда, вперед. Хвост сплели. Дальше плетем задние ноги. Начнем, например, с левой. Изнутри захватываем пару резинок оранжевого цвета, снимаем со столбика, накидываем вперед. Следующую пару изнутри вперед, следующую изнутри вперед и еще одну пару изнутри вперед. Одна нога и правую ногу давайте тоже сплетем. Отодвигаем тыльной стороной крючка верхние 4 оборота. Изнутри захватываем 2, снимаем со столбика, накидываем вперед. Здесь изнутри снимаем вперед. Далее пара вперед. И еще одна пара, накидываем ее вперед. Теперь продолжим плетение с центрального столбика, на котором мы остановились. И здесь нам нужно захватить пару резинок изнутри, которые находятся выше всего. В моем случае эта пара у меня относится к столбику центрального ряда, и я накидываю ее
соответственно, на этот столбик. Далее захватываем изнутри пару, которая тоже выше находится. И в моем случае эта пара относится к столбику правого ряда. Накидываю ее на правый ряд. И, наконец, последняя пара. Изнутри захватываем, и остается столбик левого ряда, к которому эта резинка и относится. И накидываем, соответственно, на столбик правого ряда. Ну а дальше уже резинки, которые относятся к телу, мы просто вперед гоним по каждому ряду. Давайте начнем, например, с левого ряда. Здесь изнутри заводим крючок и захватываем пару резинок, которые находятся ниже всего. Вытаскиваем их и накидываем на впереди идущий столбик. Дальше отодвигаем треугольную резинку. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Треугольную отодвигаем. Изнутри пару вперед. Здесь будет немножко сложнее, потому что у нас накинуты резинки для лапы. Но я думаю, мы справимся. Заводим крючок внутрь этого столбика. Отодвигаем все лишние резиночки и захватываем только пару, которая внизу. Снимаем со столбика и накидываем на центральный. Так, левый ряд мы сплели до головы. И сейчас плетем центральный ряд. Остановились здесь. Изнутри захватываем пару, снимаем, накидываем вперед. Следующую пару изнутри захватываем, снимаем с этого столбика, накидываем вперед. И последняя пара центрального ряда изнутри захватываем, снимаем с этого столбика и накидываем вперед. И дальше правый ряд у нас остался. Вот здесь мы остановились. Изнутри отодвигаем все лишнее и захватываем только нижнюю пару резинок. Снимаем со столбика вперед. Отодвигаем треугольную. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Отодвигаем треугольную изнутри, пара вперед. И, наконец, последняя по диагонали у нас пара осталась. Я аккуратненько все лишнее отодвигаю. Помогаю себе пальцем, чтобы увидеть, где находится самая нижняя пара. Захватываю ее крючком, снимаю со столбика и накидываю на столбик центрального ряда. Тело мы сплели и добрались, наконец, до головы. Сейчас будет немножко сложновато, поэтому будьте внимательны. Первое, что нам нужно сделать, это засунуть крючок внутрь четвертого столбика центрального ряда, откуда у нас голова начинается, и найти пару резинок, которые находятся выше всего. Так, захватываю пару. По-моему, у меня эти резинки относятся к центральному ряду. Я сейчас пальцем себе помогу. Вот, отодвинул немножко пару, которая к центральному ряду относится, и попробую ее захватить. Все лишнее отодвигаем, захватываем эту пару изнутри. Не с первого раза получается тоже. Многие у меня спрашивают: Сергей, как у вас так все получается с первого раза, с первой попытки и вообще без каких-либо проблем? Ну, на самом деле проблемы встречаются, и вот у меня здесь тоже трудность возникла с определением, какие резиночки выше находятся. И накидываю вперед. Носик можно чуть-чуть поправить, чтобы он по центру у нас все-таки стоял. Так, а дальше уже чуть-чуть проще. Отодвигаем вновь все лишнее и захватываем следующую пару. В моем случае, по-моему, эта пара у меня относится к столбику левого ряда. И, наконец, последняя пара. Захватываем ее. Так. Все ли тут у нас в порядке? Захватить нам нужно пару, которая относится к столбику правого ряда. Я вот так прокручу здесь, чтобы резинки приняли свое положение. Так, вот. И захватываю пару к правому ряду. Разобрались. Замечательно. Теперь давайте вперед будем плести. Здесь захватываем самую нижнюю пару резинок. Снимаем их изнутри, накидываем вперед. Но прежде чем мы накинем изнутри следующую пару вперед, на вот этот последний столбик нам нужно накинуть 4 резинки золотого цвета для гривы. Вот на этот угловой столбик. Сюда, потому что мы еще не накидывали.
И уже теперь изнутри со второго столбика левого ряда захватываем пару, которая находится внизу, и накидываем на впереди идущий столбик. И как бы этой резинкой оранжевой мы накрываем золотистые. Дальше с центральным рядом разбираемся. Здесь изнутри остановились. Вот здесь мы изнутри захватываем пару, накидываем вперед. И дальше сюда тоже нам нужно накинуть 4 резинки. 1, 2, 3, 4 резинки золотого цвета. Отодвигаем все лишнее. Изнутри пара. И накидываем вперед. И, наконец, с правым рядом нам осталось разобраться. И разбираемся. Пару изнутри вперед. Следующую пару изнутри, но накинуть сюда 4 резинки. 1, 2, 3, 4. И их мы накрываем вот этой оранжевой парой. Далее, последняя пара резинок, которая соединяет вот эти столбики. Нам ее осталось здесь найти. Так, накидываем к центру. И еще нам осталась пара вот этих резинок, которые соединяют первый столбик левого ряда и первый столбик центрального ряда. Вот эта пара резиночек. Захватываем их изнутри. Снимаем со столбика и накидываем на столбик центрального ряда. Дальше нам понадобятся 2 резинки того же цвета, что и грива. Заводим крючок внутрь первого столбика центрального ряда сквозь все резинки и вытаскиваем этот крючок в самом низу. Накидываем на него 2 золотых резинки, натягиваем их обязательно, чтобы они не слетели, и вытаскиваем сверху. Нечаянно не захватите ничего лишнего. Из этой пары сделаем петельку, заведя одну часть этой пары в другую часть ее же самой. И затягиваем петельку, насколько это возможно. Все плетение завершено. Теперь снимаем конструкцию, получившуюся со станка. Лев у нас готов, но посмотрите на него, он совсем какой-то обросший гривой на лицевой стороне. Но на самом деле это не лицевая сторона. Лицевая сторона у нас вот другая, где у нас волос для гривы практически нет. Но на эту сторону нам нужно вытащить глаза и нос. Их просто с другой стороны, помогая себе пальцем, вытягиваем на эту сторону. Вот один глаз, другой тоже вытягиваем, помогая себе пальцами с другой стороны. И нос тоже нам нужно на эту сторону вытащить. Хотя он не с большой охотой вытаскивается. Но все-таки нас не проведешь. Мы нос вытащили, глаза еще разочек можно поправить чуть-чуть. Один глаз, второй глаз. И, в общем-то, все у нас удачно вытащилось. Единственное, что осталось расправить. И глаза можно, кстати, немножко расправить, если они неровно стоят. И само тело сейчас нам придется расправлять, потому что оно, пока такое плоское, да, вы видите. Плоское, а нам нужно, чтобы этот лев чуть-чуть хотя бы сидел. И голову я беру, натягиваю все резинки головы и немножко их вот так высовываю, чтобы голова была поднята, гордо поднята. Дальше ноги тоже ставим так, как нужно. И передние лапы тоже. Так. Вот, уже этот лев отлично сидит. Хвост замечательно тоже держится. Так. Итак. Ну, вот такой лев у нас получился. Я надеюсь, что вам понравился этот урок. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк к этому видео. И пишите в комментариях ваши отзывы, впечатления об этом уроке. И не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы увидите в описании к этому видео. До новых встреч. Пока!